Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня я буду делать очень необычную игольницу из ненужных вот таких вот всяких штучек. Бобинка от скотча, видите, будет основа для игольницы. Из нее картонные вот такие кругляшочки я вырезала. Шерсть искусственная. Поролон вот такой. Ну, в общем, я сразу накидала. Вот заколочка побольше, чтобы выбрать было из чего. Там тканюшки всякие. Вот. Сюда я решила на низ, на эту основу, которая будет служить как шкатулочка, коробочка. Вот такой вот я ткань выбрала в клеточку. Ткань еще советская, шерстяная. Долго лежала, не могла найти ей применение. Вот таким образом я один кругляшок обклеиваю. Это будет у меня крышечка. Ну, почему-то я начала не с донышка, а с крышечки. Вот так вот. Все аккуратненько приглаживаю. Вот крышечка будет. И вот этим кругляшком я вторым буду закрывать, а внутрь я приклею полосочку ткани. И на этой полосочке как раз эта крышечка впоследствии будет держаться. Ну, я сначала приклеила одну, но вообще в итоге надо две. Я потом покажу. Пришлось мне потом подпихивать вторую. Вот сейчас, когда я клею, нужно сразу две клеить, а хвостики, чтобы свободные оставались. И потом один хвостик прилеплять снаружи, а второй изнутри. И тогда будет вообще отлично. Вот, один снаружи и еще желательно изнутри. У меня нет, но я его потом добавила. Так, донышко. Донышко я приклеиваю вот таким образом по всей поверхности, потому что края ткани, которые я разрезала, я уже буду приклеивать вот сюда, на стеночки. Вот. Клей у меня мастер-клей, я его люблю. Он, в принципе, тоже быстро схватывается. Вот таким образом я прикрепила донышко. Видите, и внутри все хорошо. Я решила изнутри ничем не обклеивать. Мне нравится, что там всякие буковки. В принципе, нормально все смотрится. Цивильно, скажем так. Вот сюда не хватает. Я сейчас, пока у меня совсем не застыло, вот подсунула туда, видите, тесьму. И все, и вот у меня теперь законченное изделие уже. Ну, можно вот, смотрите, оставить и вот так, как шкатулочка. Вот. Сама по себе, как бы отдельно, как шкатулочка, уже готова. Так, резиночку я решила все-таки приклеить вот так, наискосок. Можно пришить, можно горячим клеем. Вот, видите, для чего? Чтобы как за пояс туда можно было заткнуть катушки для ниток. Это мне идея пришла уже в процессе. Вот я на клей прилепила. Пока я буду делать верхнюю часть игольницы моей, это все у меня будет застывать. Вот. Все, отлично смотрится. Вот, видите, вот такой платочек я нашла. Мне понравилось, что он подходит по цвету. Очень подходит. Вроде совершенно разные рисунки. Там клетка, тут цветочки. Ну, прям классно. Я так рада, что я такое сочетание нашла. Вот. Делаю голову опять своим способом. Кто не видел мое видео, как я делаю куклу-мотанку, можете посмотреть. Там я подробно объясняю, как я делаю основу. Вот такая у меня головка получилась. Кусочек трикотажа беленького. Все это сейчас на чистовую вот таким образом обтяну. Вот так. И замотаю ниточкой.
То, что сзади там какие-то складочки на голове, это не страшно. Там все равно все закроется. Я сделаю волосы, паричок. Вот. Главное, чтобы спереди все было ровненько. Теперь кусок поролона я разрежу на полоски. Вот 3 полоски у меня получилось. Вот так я это все соединю между собой в одну общую полосу. На клей, и потом я еще подкрепила ниткой с иголкой. Вот видите? И отрезала из ткани, из этого платка, полоску по длине подходящую и вот так вот обшила поролон. Кончик завязала, лишнее отрезаю. Вот, а с этой стороны, так, это вот я показываю, как я закручу. Это будет туловище улитки, домик. Вот, и вот сюда потом пристрою на коробочку. Вот, и здесь будет голова. Так, ну сейчас займусь рожками. Раз это улиточка, у нее должны быть рожки. Я взяла кусочек проволочки, обмотала ниткой на клей немножко. И вот тоже на клей посадила бусинки. Все, рога готовы. Все, вот я здесь личико расшила, пришила рожки. И теперь уже буду думать, как мне вот закрепить вот эту вот скрутку. Сначала хотела я насквозь прошить, потом я все-таки решила, что я вот так вот промажу все клеем по поверхности и закручивать буду уже на клей. Вот так закручу, ничего я здесь сшивать не буду, на клей закручу и зашью только вот здесь, вот тут, где именно голова, и все отлично держится. Вот так. Остались волосы у нас. Это же девочка. Надо ей сделать прическу, чтобы она у нас была красивая. Рыжулька. Будет рыжая девчонка. Из шерсти я сплела косичку и вот так, видите, закрутила. И готовая причесочка получилась. Вот. Но не стала 2 я косички оставлять. Вот решила вот так одну завернуть. Подклею сейчас. Вот что у меня получилось. Все, улиточка готова. Такая лапочка получилась. Красотулечка, рыжуха. Отлично в нее вставляются иголки в поролон. И тканюшечка тоненькая. Все хорошо проходит сразу легко. Так, здесь я тоже опять подмазала клей на крышке. Вот, и буду сейчас ниткой прикреплять к крышке потайным стежочком. Все. Вот у меня уже здесь все готово, и клей подсох, все отлично держится. Сама улитка, она очень легкая. Вот, подклеила бабочек еще. Можно и бусинками расшить, это уже кому как нравится. Можно бусики ей повесить. Но я уже не стала утяжелять всю эту конструкцию. Я считаю, она и так очень яркая получилась. Очень такая самодостаточная. Не стала перегружать всякими украшениями. Тем более, если в нее натыкать иголочек, вот этих вот булавочек с шариками жемчужными на конце, и если еще и с разноцветными, и так она будет тоже красиво. Вот, внутрь можно положить пуговицы. Я пока туда этот моточек закинула. Сверху иголочки, сбоку можно катушку воткнуть. Отлично. Вот такая у меня получилась необычная игольница. И снова у меня для вас сегодня стихи. Игольницы бывают разные, черные, белые, красные, а мне сегодня хочется на необычную заморочиться. Улиткой будет игольница,
и всем она точно запомнится. Надеюсь, она вам понравится. Смотрите, какая красавица! Ну вот, дорогие друзья, а у меня для вас сегодня все. Прощаюсь с вами. Всем желаю всего хорошего. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео.